Всем привет, друзья! Вы на канале Фэншоп, полезный и не очень. Сегодня подробно разберем один из лучших смартфонов 2022 года по соотношению цена-производительность. Redmi Note 11E Pro 5G. Здесь есть все, что нужно, и даже чуток больше. Качественная AMOLED-матрица, отличное производительное железо, стекло спереди и сзади, хорошие динамики со стереозвучанием NFC и камера на 108 мегапикселей. Давайте же разбираться, в чем здесь подвох и есть ли он вообще. Но перед этим прояви немного активности, поставь лайк, подпишись на канал, если еще не подписан, и напиши в комментариях свою альтернативу за эти весьма небольшие деньги. Спасибо. Ну а теперь погнали. Поставляется смартфон в белой классической коробке с крупными надписями Note 11E 67 Вт Turbocharge. В комплект входит сам смартфон, шнур USB-C, мощный блок питания на 67 Вт, скрепка, ну и прозрачный силиконовый чехол с заглушкой. Сам смартфон представляет из себя хорошо собранный прямоугольный брусок, выполненный из стекла и пластика. Тыльная и лицевая панель прикрыты стеклом, а боковая рамка из пластика стилизирована под металл. Смартфон очень удобно лежит в руке, боковые грани слегка скошены, чтобы не доставлять дискомфорт. Тактильные ощущения только положительные. Это тот случай, когда смартфон выглядит намного дороже, чем на самом деле. Габариты аппарата следующие: 164,19 мм в высоту, 76,1 мм в ширину при толщине всего 8,12 мм. Весит смартфон 202 грамма. Пробежимся по кнопкам и элементам управления. На правой стороне расположились качель регулировки громкости, кнопка включения, она же сканер отпечатка пальцев. Кстати, срабатывает она мгновенно. На нижней грани вынесена решетка динамика, микрофон, порт для зарядки USB-C и лоток под сим-карту. Он у нас комбинированный, можно разместить две сим-карты, либо сим-карту и карту памяти. На лотке также присутствует красный уплотнитель, намекающий нам на пыль и влагозащиту. Левая грань у нас свободна. Вверху расположились 3,5 мм разъем для наушников, еще один динамик. Забегая вперед, скажу, здесь очень качественное стерео, микрофон и инфракрасный порт. Друзья, если вы хотите оперативно получать свежие новости о новинках, подписывайтесь на мой одноименный телеграм-канал. Там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей и горячие предложения от AliExpress по самым выгодным ценам. Переходите, ссылочка внизу в описании. На лицевой стороне расположились аккуратная решетка динамика, защитная пленка, наклеенная с завода, и чуть ниже отверстие под селфи-камеру. На тыльной же части располагается прямоугольный модуль камеры, состоящий из 3 сенсоров и LED вспышки. Замечу, основной сенсор у нас очень сильно выступает из корпуса. На помощь приходит чехол с защитными гранями. Ну и чуть ниже расположилась надпись Redmi 5G. Работает смартфон на фирменной оболочке MIUI 13. На 12-м андроиде. Много рассказывать не буду. В общем и целом здесь есть где разгуляться. Огромные возможности кастомизации, включение и выключение темной темы, полноценный режим отображения Always On Display, создание второго пространства, телефон в телефоне, ну и множество других. Любителям покопаться в настройках зайдет. Экран Super AMOLED с диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Соотношение сторон 29. Плотность пикселей составляет 395 ppi. Матрица от Samsung, и она действительно хороша. Частота обновления экрана составила 120 Гц, а частота дискретизации сенсорного слоя добротные 360 Гц. Запас яркости хороший и доходит до 1200 нит, правда в HDR контенте. В обычном же режиме яркость доходит до 750 нит, ну и ее хватает с избытком даже на ярком солнце. Все читабельно и различимо. Минимальная яркость комфортная и доходит до 3,5 нит. Уровень шума в норме. На 100% яркости он доходит до 5%. При 50% уровень шума немного повышается до 24%. И самый высокий уровень замечен при минимальной яркости. Он доходит до 34%. В целом глаза от экрана не устают даже после 2-часовой игры. Тач на 10 касаний очень отзывчивый. Играть одно удовольствие. Стоит также отметить поддержку HDR10 и хорошую сочную картинку со 100% цветовым охватом DCI-P3. Сердцем смартфона выступает хорошо известный 6-нанометровый 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 695. Он построен из двух производительных ядер Cortex A78 и 6 энергоэффективных ядер Cortex A55. За графику отвечает процессор Adreno 619. У меня версия на 6/128 ГБ, также в продаже есть версия на 8/256. И памяти у нас LPDDR4X UFS 2.2.
Есть возможность увеличения оперативной памяти до 8 гигабайт путем выделения свободных ресурсов аппарата. Вся эта связка выбивает 365 тысяч попугаев, что очень даже неплохой результат. Давайте же проверим, на что способен наш сегодняшний герой в играх. Ну, держите. Тише будет. Ну, идите сюда. Ой, что-то я, короче. Раз меня сейчас приделают здесь. Да вы чё, алло? Нифига себе. Вот это да. Ладно. Есть. В общем и целом игры идут замечательно на высоких, высокосредних настройках графики. Если хотите более подробный тест с множеством игр, пишите в комментариях, какие игры проверить, и как только видео наберет более 500 лайков, я сделаю его. Сами понимаете, это время затратное дело. Дерзайте. Переходим к синтетике. Geekbench 893 балла в однопотоке и 2032 балла в многопоточных режимах. 3D Mark Slingshot 4063 балла, WattLab 1183, WattLab Stress Test 1197 баллов. В тесте на искусственный интеллект выбивает 122 тысячи с половиной баллов. Переходим к тротлингу. При 100 потоках за 15 минут максимальное значение 180 гипсов, минимальное 157. За 30 минут при тех же 100 потоках результаты видите на экране. Вполне себе достойный результат. Основной блок камеры состоит из 3 сенсоров и LED вспышки. Главный сенсор на 108 мегапикселей от Samsung с апертурой f1.9. Второй сенсор у нас ультраширокоугольный объектив на 8 мегапикселей с апертурой f2.2 с хорошим углом обзора в 118 градусов. Ну и третий сенсор — это макрообъектив на 2 мегапикселя с апертурой f2.4. Он способен делать снимки на расстоянии от 2,5 см. Фронтальная камера у нас на 16 мегапикселей с апертурой f2.4. Из особенностей стоит отметить довольно быстрый автофокус, цифровую стабилизацию, HDR съемку и довольно качественный ночной режим Night Mode 2.0. Жаль, конечно, что видео можно писать только Full HD 30 кадров в секунду, но за такой ценник грех жаловаться. Вот небольшой пример фото-видео возможностей в дневное и ночное время суток. Проверим, как у нас снимает селф-камера. Видео ведется в 3080 30 кадров в секунду. Это у нас максимум этой камеры. Так, здесь у нас стоит сенсор на 16 мегапикселей с апертурой f2.5. Давайте пробежимся. Проверим, как у нас работает стабилизация. По
снимаем на основную камеру. Напомню, здесь у нас стоит сенсор на 108 мегапикселей с апертурой f1.9. Сенсор у нас от Samsung, заявлен фазовый автофокус. Давайте проверим, как он у нас снимает. Фокусировка очень быстрая, просто моментальная, скажу я. Посмотрим, как у нас отрабатывает зум. Здесь у нас максимальная 6х. Вот так вот все это дело выглядит. Ну, не советую, конечно, это делать. Проверим, как у нас работает стабилизация. Здесь у нас, напомню, цифровая, оптической нет. Давайте пробежимся, посмотрим. Ну, как-то вот так. Как-то вот так. Ну и третий, ребят, сенсор. Это у нас ультра широкоугольная камера с большим углом 118 градусов. Видим, что он очень много захватывает. Приближение сколько x? Приближение 2х. Зум. Так вот тут у нас снимает ультра широкоугольная 8 мегапиксельная камера. Здесь у нас апертура f2.2. Давайте пробежимся, проверим стабилизацию. Ну вот как-то вот так. Это все дело у нас работает. Давайте проверим, как автофокус у нас работает на ультраширике. Прекрасно. С автофокусом здесь вообще все предельно хорошо. Так, ну и небольшой пример макросъемки. Запомни, здесь у нас 2-мегапиксельная макрокамера с апертурой f2.5. Может снимать видео с расстояния 2,5 сантиметров. Так, ну что, ребят, проверим, как наша снимает основная камера 108 мегапиксельная. Пишем в темное время суток. Ну, вот эти фонари освещения. Иду очень быстрым шагом. Давайте проверим, как у нас фокусировка работает в ночное время суток. Работает. Переходим к мультимедийным возможностям. В смартфоне установлено два полноценных динамика сверху и снизу с качественным стереозвуком. На борту Dolby Atmos, Hi-Res Audio. Также отмечу хорошее качество двух микрофонов, ну и конечно же наличие 3,5 мм разъема для подключения своих любимых наушников. Есть возможность настроить звук по популярным пресетам, ну и тонкая настройка под себя личного в эквалайзере. За это им спасибо. Звук в наушниках хороший. Поддерживается огромнейшее количество разных кодеков для лучшего звучания. Также есть возможность улучшить звук посредством приложения Mi Sound. В общем, звук здесь на уровне. Стоит также упомянуть хороший вибромоторчик со степенью регулировки виброотклика, благодаря чему тактильный экспириенс со смартфона становится очень комфортным. По коммуникациям: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, VoLTE, NFC, инфракрасный порт, спутники GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. Ловит все хорошо, с точностью до 3 метров. По бендам: 4G, 3.7 на борту, плюс наличие не особо актуальных сетей нового поколения 5G. Связь смартфон держит замечательно, собеседник слышит хорошо. Есть возможность записывать его, правда, с голосовым уведомлением. По датчикам: акселерометр, датчик света, компас, приближение, гироскоп и датчик магнитного поля. Аккумулятор у смартфона на 5000 мАч с поддержкой быстрой 67-ваттной заряд. От 0 до 100% смартфон заряжается менее чем за 43 минут. И это достойнейший результат. При проигрывании YouTube на 100% яркости смартфон теряет за 15 минут 3%, за 30 минут 6% и за 1 час 13% заряда аккумулятора. В игре Mobile Legends на максимальных настройках графики смартфон разряжается за 15 минут на 4%, за 30 минут на 9% и за 1 час на 18%. В тесте на максимальное время проигрывания YouTube выдал 13 часов 38 минут. Напомню, тест я провожу при 100% яркости. Отличнейший результат. Подведем итоги. Смартфон получился весьма удачным, с хорошим соотношением цена-производительность. К сильным сторонам можно отнести качество материалов,
отличный звук с полноценным стерео и Dolby Atmos на борту, довольно производительный процессор, как для своей цены, яркая быстрая матрица с хорошей цветопередачей. Ну и самое главное — цена. Немного разочаровала камера, хотелось бы, конечно, 4К 60 кадров в секунду, но опять-таки, возвращаясь к ценнику, грех жаловаться. А так смартфон получился сбалансированным и добротным, мне он понравился. Пишите в комментариях, что вы думаете о смартфоне. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, залетайте на Дзен, Рутюб, Телеграм, там я публикую огромнейшее количество разных новостей и отличные предложения по самым низким ценам. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока.